Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить очень вкусный и полностью натуральный торт «Красный бархат» без использования красителей. Внутри у него нежные малиновые коржи и вкуснейший ПП крем-чиз. При этом он имеет низкую калорийность и высокое содержание белка. Первым делом подготовим ингредиенты для ПП крем-чиза. Нам понадобится 1350 грамм мягкого творога. Изначально мягкий творог содержит слишком много жидкости, поэтому в таком виде для крема он не подходит. Чтобы сделать его более плотным, в глубокую чашу ставим объемное сито, выкладываем марлю в несколько слоев или тканевые салфетки, выкладываем мягкий творог, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем в холодильнике на ночь или как минимум на 8 часов. А пока приготовим коржи. Бисквит у нас будет окрашен натуральными ингредиентами. Для этого нам понадобится 1 средняя свекла, около 300 грамм. Очищаем от кожуры. Натираем на мелкой терке. Перекладываем в сотейник. Заливаем небольшим количеством воды, тоже примерно 300 грамм. Накрываем крышкой и варим на слабом огне 15-20 минут. Получается ярко окрашенный сок. Процеживаем его через сито. Тщательно отжимаем, чтобы использовать всю яркость свеклы. Для коржей нам нужно 170 грамм свекольного сока. Если получилось чуть больше или меньше, это не критично. А также излишки сока можно заморозить кубиками и использовать при необходимости придать цвет крему или глазури. Для цвета и вкуса нам понадобится 130 грамм полужидкого ягодного пюре. Идеально здесь подходит малина. У меня 250 грамм размороженной малины. Для получения пюре я просто перетираю ее через сито. Сок свеклы и малиновое пюре частично взаимозаменяемы. То есть, если вы хотите усилить малиновый вкус, то можно часть свекольного сока заменить на малиновое пюре. Оно достаточно жидкое. Если же вам важен максимально насыщенный цвет, то можно взять чуть больше свекольного сока. Суммарно должно получиться 300 грамм сока вместе с пюре. Сюда же выжимаем 15 грамм сока лимона. И отдельно соединим сухие ингредиенты. 80 грамм муки зеленой гречки, 80 грамм соевой муки. Виды муки и пропорции можно менять на ваш вкус, но желательно выбирать светлые варианты, чтобы не потерять цвет бисквита. Добавляем 12 грамм какао. У меня натуральный неалкализованный какао-порошок, подсластитель и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваем все ингредиенты к жидким, чтобы избежать комочков. Размешиваем до однородности. Конечно, вы можете добавить сюда краситель. Сейчас при желании можно найти и натуральный краситель. Цвет от этого станет только ярче. Я же покажу вам базовый вариант. А пока отставляем эту смесь в сторонку и приступаем к взбиванию яиц. Нам понадобится 5 крупных яиц. Добавляем буквально полграмма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент помогает взбить яйца в стабильную массу, даже без сахара. Если у вас нет камеди, то можно добавить 100 грамм пудры эритрита или натурального сиропа без сахара. Но в этом случае рекомендую уменьшить количество подсластителя в тесте. Взбиваем яйца 5-8 минут до получения пышной однородной массы. Добавляем небольшую часть взбитых яиц к яркому тесту и тщательно размешиваем. Таким образом, эта масса станет более воздушной, и ее потом легче будет вмешать в основную массу яиц. Теперь соединяем обе массы. И аккуратными движениями лопатки снизу вверх перемешиваем их до однородности. Выкладываем примерно 2/3 теста на противень. Немного распределяем, чтобы из него можно было впоследствии вырезать 2 коржа диаметром 16 см. Оставшееся тесто выкладываем на второй противень. Это тесто также можно выпекать в 3 кольцах равного размера. Но я не рекомендую выпекать его в кольце одним высоким коржом. В этом случае в процессе выпечки цвет будет потерян. Отправляем выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 17-20 минут.
Примерно в середине выпечки желательно поменять противни местами, чтобы коржи пропеклись равномерно со всех сторон. Готовность коржей проверяем зубочисткой, она должна выйти сухая. Следите за готовностью внимательно, не перепеките коржи. С каждой лишней минутой в духовке коржи будут становиться более сухими, а в этом торте еще и менее яркими. Цвет при выпечке теряется. Вырезаем коржи нужного диаметра, у меня это кольцо 16 см. Вот такие мягкие, сочные коржи получаются. Они очень вкусные сами по себе, имеют насыщенный малиновый вкус. Вырезаем третий корж. Из этих коржей можно сразу собирать торт, а можно оставить их в холодильнике плотно упакованными в пищевую пленку. Обрезки сохраняем, из них мы будем делать обсыпку. Когда мягкий творог настоялся, с него стекло около 300 грамм сыворотки. Если этот этап пропустить, то вся эта жидкость окажется в вашем торте и также начнет вытекать из него. Получается вот такой плотный пастообразный творог, который прекрасно держит форму. На основе него мы и будем готовить крем. Кстати, на моем канале есть видео с рецептом 2 вариантов ПП крем-чиза. А здесь мы добавляем 50 грамм сухого молока, 10 грамм сока лимона, подсластитель, 3 грамма соли и натуральный экстракт ванили. Перемешиваем все ингредиенты с помощью блендера. Можно перемешать и вручную, если у вас сухое молоко без комочков. Важно получить однородную массу. Получается очень вкусный крем. В его рецепте важен каждый ингредиент в точной граммовке. Именно так получается идеальный ПП крем-чиз с высоким содержанием белка. Перекладываем крем в кондитерский мешок, можно сразу в 2. Около 640 грамм крема пойдет внутрь торта, остальное понадобится для покрытия и декора. Для сборки торта ставим кольцо на подложку, внутрь помещаем ацетатную ленту, на дно капаем немного крема. Выкладываем первый корж, на него 270 грамм крема. Эти коржи не нуждаются в пропитке, если их не передержать в духовке. Если же вы чувствуете, что они у вас все же получились суховаты, можно пропитать сиропом с водой или малиновым соком, но не больше 20 грамм на корж. Разравниваем крем, выкладываем второй корж и на него еще 270 грамм крема. Разравниваем, накрываем третьим коржом, на него кладем 100 грамм крема, выравниваем, накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 4 часа. Оставшиеся кусочки коржа я измельчаю в блендере для покрытия торта. Получается вот такая мелкая бархатная крошка. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Покрываем торт тонким слоем крема сбоку и сверху. На тонкое покрытие уходит около 250 грамм крема. Выравниваем торт сбоку и сверху. Идеальное выравнивание здесь не требуется. Присыпаем бока торта крошкой. Если вы планируете размещать декор по кругу, то рекомендую оставить полоску не обсыпанной, чтобы декор лучше зафиксировался на торте. У меня здесь будут просто розочки крема и листики мяты. Торт готов. Вот такой простой и в то же время очень аппетитный декор. Тортик получился просто бархатный. Давайте его разрежем. Он очень мягкий, режется как по маслу. Простой и аппетитный разрез. В чем прелесть этих красных коржей без красителя? Они имеют довольно ощутимые нотки малины во вкусе. Получается 2 в 1. Это и коржи, и начинка, и это очень вкусно. Малина прекрасно вписалась в эти влажные мягкие коржи. Свекла не особо чувствуется, малина с лимоном ее полностью перекрывают.
И крем-чиз, конечно, прекрасно соседствует с такими ягодными коржами. Это очень вкусно. Коржи в меру рассыпчатые и мягкие. А калорийность очень низкая для такого вкуса и текстуры. При этом в этом торте высокое содержание белка. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!